Говорят, победу ждете. Едет уже. А какая она? Типа «Шевроле». Обтекаемая форма. Только хоть заднее стекло дурацкое. На самолет, что ли, смотреть? На параде ретро-автомобилей нынешней весной этот автомобиль выступал первый, но уж точно не последний раз, заверяет его хозяин, возродивший победу из груды металлолома в буквальном смысле. Но я с детства мечтал о старинном автомобиле, но как-то это было все несерьезно. И вот в 2005 году по весне мне вдруг, не знаю, почему-то пришла идея о том, чтобы найти вот именно старинный автомобиль. Автомобиль достаточно был заросший уже в траве, ржавый, не заводился. Хотя продавец сказал, что автомобиль может завестись, но тормоза не работают, поэтому ездить на нем страшно. Все были разбиты, все указатели поворотов, они стояли плюс еще от других автомобилей. Вот. Ну и, в общем, все вот эти годы, с того момента, с 2005 года, я просто искал на нее запчасти. Мне хочется воссоздать автомобиль в первозданном состоянии. История знаменитого советского автомобиля началась с победы под Сталинградом. Мир его увидел после победы над Германией, и назван он был соответственно «Победа». Первым оценил новинку Горьковского автозавода имени Молотова Иосиф Сталин. 19 июня 1944 года ему показали образец будущего серийного автомобиля. И уже через год машина стала настоящим символом победы Красной Армии в Великой войне. Первые победы распределяли только по указанию сверху, за подписью Молотова. Автомобилей не хватало даже для героев и лауреатов. И все же победа стала машиной, доступной потребителю. И хотя стоила недешево – 16 тысяч рублей, к 1955 году было уже выпущено около 170 тысяч автомобилей. Победу любили за то, что она была нашей, советской. Машина не повторяла западные модели, а во многом даже превзошла их. В ней впервые были реализованы технические новшества, ставшие стандартом в современных автомобилях. Хотя все-таки за основу кузова был взят Opel Капитан. Двигатель Dodge, но этот же двигатель у нас применялся еще на других автомобилях до Великой Отечественной войны. В ней впервые в нашей стране появился отопитель в салоне, электрические поворотники. И, в общем, наверное, поэтому она и считается все-таки первой. Словом, автомобиль был чудо как хорош. Его не стеснялись продавать на экспорт. В скандинавских странах ее покупали для таксопарков. В Польше по советской лицензии выпускали «Победу» под названием «Варшава» до 1973 года. Хотя в Советском Союзе в 1955-м она уступила место новому автомобилю. Появилась «Волга ГАЗ-21». Многие машины и поныне служат своим владельцам верой и правдой. Ведь не зря ее конструкторы шутили, что победа надежна, как банк, крепка, как сейф, и проста, как велосипед. Евгения Панина, Алексей Сазонов, Алексей Леоненко. Вести Алтай.